Leyla'nın babasının ölümüne sen mi sebep oldun? Sen mi çarptın? Ağzından çıkacak iki kelimeye bakıyorum şu an, hadi! Beni delirtme Nur. Bu evden defolup gideceksin. Giderim polise. Derim ki kocam Tufan Yıldız eski kocam Hilmi Yılmaz'ın katili. Çık dışarı! Kızının ölüm emrini veren de, sana tuzak kuran da Nur oğlum. Donuyorum burada. Mani gitme yalvarırım Mani. Mani. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Объяснит ли Туфан-бей Джованну, что он сбил отца Лейлы на своей машине и стал причиной его смерти? Когда Джован узнает правду, испортятся ли его отношения с отцом Туфан-беем? Сможет ли Туфан выгнать Нур из особняка? Что произойдет, когда Нур поймет, что ее выгонят из особняка и пригрозила донести на Туфан-бея? Окажется ли Туфан-бей беспомощным перед угрозой Нура? Сможет ли Туфан отправить Нур на свалку без гроша в кармане, как того хочет Лейла? Если Туфан, несмотря на все его угрозы, будет настаивать на выселении Нура из особняка, даже ценой тюрьмы, подаст ли Нур на него в полицию? Что произойдет, когда отец Малинека скажет, что Нур стоял за смертью его ребенка и расставленной для него ловушкой? Решится ли Мали убить Нур, заперев ее в морозилке, чтобы отомстить за ее ребенка? Сможет ли Нур сбежать после того, как Мали заперла Нур в морозильнике и бросила ее? Туфан-бей долгие годы терзал себя угрызениями совести из-за этого ужасного преступления, которое он совершил против отца Лейлы, и, наконец, признался в этом Лейле. Как только Лейла открыто заявит, что убила своего отца, Туфан-бей больше не сможет хранить эту тайну. Когда Лейла узнала, кто стоит за смертью ее отца, она была глубоко потрясена и загорелась желанием отомстить. Однако известие о смерти отца Лейлы повлияет не только на нее, но и на сына Туфан-бея, Джованна. Туфан-бею придется объяснить эту правду своему сыну Джованну, чтобы успокоить его совесть. Туфан-бей, который больше не хочет лгать своему сыну, расскажет все Джованну. Однако это признание вызовет глубокий конфликт между Туфан-беем и Джованном. Когда Сиван узнает, что его отец совершил такое преступление, он будет сильно разочарован, и эта ситуация может привести к разрыву отношений между отцом и сыном. Хотя Джован сомневается в своем уважении и доверии к отцу, он также разделяет боль Лейлы и, возможно, решает расстаться с отцом. Когда Джован узнает, что его отец стал причиной смерти отца Лейлы, он испытает большой конфликт. Узнав, кем на самом деле является Туфан-бей, Джован изменит всю свою жизнь и свое отношение к нему. Это преступление, совершенное его отцом в прошлом, станет для Сивана как моральной дилеммой, так и огромным эмоциональным опустошением. Джованну может быть трудно простить преступление своего отца, потому что Лейла – важная фигура в его жизни, и боль, которую испытывает Лейла, глубоко затрагивает Джованна. В этом процессе Сиван будет разрываться между двумя противоположными чувствами: с одной стороны, любовью и преданностью, которые он испытывает к своему отцу, а с другой стороны, он является сыном человека, который стал причиной смерти отца женщины, которую он любит. Эта ситуация может поставить Сивана в затруднительное положение и заставить его пересмотреть свои отношения с отцом. Джован может решить встать на сторону Лейлы вместо того, чтобы простить Туфан-бея, что навсегда испортит их отношения. Нур годами действовала по своему усмотрению, создав сеть манипуляций над Туфан-беем и его семьей. Однако теперь Туфан-бей увидел истинное лицо Нур и узнал, что она годами обманывала его относительно Ипек. Поскольку игры Нур раскрываются одна за другой, единственным логичным решением для Туфан-бея является выгнать ее из особняка. Но Нур так просто не сдастся. Изгнание Нур из особняка означает, что она потеряет свою силу, и Нур будет стараться всеми способами не потерять ее. Он будет сопротивляться Туфан-бею и попытается запугать его различными угрозами. Однако Туфан-бей больше не будет подчиняться интригам Нур и полон решимости выгнать ее из особняка. Когда Нур почувствует, что ее выгонят из особняка, она прибегнет к угрозам в адрес Туфан-бея в качестве последнего средства. Его козырем являются прошлые преступления Туфан-бея.
Особенно большим преимуществом для Нур является знание того, что Лейла стала причиной смерти ее отца. Он попытается загнать Туфан-Бея в угол, угрожая сообщить об этом факте в полицию. Пока Нур пытается сузить сферу влияния Туфан-Бея с помощью этой угрозы, определяющим фактором на данном этапе станет то, насколько стойким окажется Туфан-Бей. Несмотря на то, что Туфан-Бей испытывает большую неуверенность в себе после этой угрозы, он не намерен подчиняться Нуру. Потому что Туфан-Бей больше не может откладывать свою ответственность перед Лейлой и ее семьей. Хотя угрозы Нура некоторое время оказывали давление на Туфан-Бея, Туфан-Бей больше не поддастся этому давлению. Он не будет беспомощен перед лицом угрозы Нура, напротив, он предпримет шаги, чтобы вернуть свой долг Лейле, рискуя всем. Несмотря на то, что Туфан-Бею грозит тюрьма, он будет бороться, чтобы искупить несправедливость, которую он причинил Лейле, и вырваться из ловушек Нура. Лейла хочет, чтобы Нур, который годами причинял боль ей и ее семье, был наказан. Узнав о лжи и играх Нура, Туфан-Бей полон решимости отомстить Лейле. Выгнать Нура из особняка и оставить ее без гроша в кармане будет означать, что справедливость восторжествует для Туфан-Бея. Однако в ходе этого процесса Нур будет противостоять Туфан-Бею, используя имеющиеся у нее угрозы и козыри, накопленные ею за эти годы. Если Туфан-Бею удастся изгнать Нур из особняка, не поддавшись ее угрозам, желание Лейлы сбудется и Нур потеряет всю свою власть. Однако очевидно, что Нур не сдастся и будет бороться до последнего момента, чтобы защитить свое положение в особняке. Как только Нура увидит, что Туфан-Бей настроен решительно, она сможет осуществить свою угрозу. Он может добиться того, чтобы Туфан-Бей сел в тюрьму, сообщив о нем в полицию. Однако этим шагом Нур может также рискнуть совершить свои собственные преступления, поскольку отправка Туфан-Бея в тюрьму означает, что события прошлого будут расследованы более тщательно. В этом процессе Нур также будет опасаться, что ее собственные преступления будут раскрыты. Однако в отчаянном положении он, скорее всего, прибегнет к этому методу. Мали испытает огромный шок, когда узнает, что Нур ее обманул. Заявление Нека о том, что Нур стала причиной смерти ее ребенка, разожжет в Мали чувство мести. Хотя Мали все еще не оправилась от боли потери ребенка, осознание того, что за этим инцидентом стоит Нур, может сделать ее еще более агрессивной и опасной. Мали сделает все возможное, чтобы отомстить Нуру. В этот момент он может начать строить жестокие планы против Нура. Мали будет испытывать сильный гнев по отношению к Нур, и этот гнев может подтолкнуть ее к крайним и опасным действиям. План Мали запереть Нура в морозильнике станет показателем того, насколько он слеп. Такой шаг показал бы, что Мали вступила на путь невозврата и что ее стремление к справедливости не знает границ. Нур будет бороться за выживание, будучи запертой в морозильнике. Но в этот момент могут вступить в силу другие факторы, которые могут либо спасти его, либо разрушить его планы. Переживет ли Нур этот инцидент или нет, зависит от хода истории, но если она это сделает, это может стать для нее более опасным и мстительным поворотом событий. Процесс примирения Туфан-Бея со своими прошлыми ошибками, интриги Нура и любовь Лейлы и Дживана образуют сложную сеть переплетенных отношений. В то время как власть и манипуляции, которые Нур приобрел в особняке за годы, раскрываются одно за другим, сознательный расчет Туфан-Бея также будет эффективным в этом процессе. На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.